Друзья, привет! Я продолжаю гайд по ботании на версии 1.7.10. Сегодня поговорим про раздел «Природные приборы». Часть предметов из этого раздела я уже рассматривал в предыдущих видео. Если что, смотрите предыдущие серии. А я сейчас рассмотрю, соответственно, те предметы, которые еще не попадали в обзор в предыдущих сериях. Так, и начнем с открытого ящика. Значит, открытый ящик достаточно полезный прибор. Особенно если мы задумали какую-то автоматизацию сделать, в том числе в ботании в самой. Фишка, соответственно, открытого ящика заключается в том, что он выкидывает из своего инвентаря предметы как сток, но имеет некоторые особенности. Во-первых, по сравнению со стоком, он делает это более аккуратно в том плане, что, например, если мы хотим как бы предмет поместить, скажем, в какой-нибудь механизм из ботании, да, например, может быть руническая матрица или что-то вроде того, что я в следующих версиях продемонстрирую, когда буду показывать автоматизацию в ботании, то как бы со стока предметы могут выпадать как-то слишком разбросано, да, то есть в разные стороны разлетаться. С помощью открытого ящика получается гораздо более аккуратно положить предмет на какой-нибудь механизм из ботании. Кроме того, что интересно, значит, если мы к открытому ящику подаем сигнал красного камня, то предметы, которые выпадают из открытого ящика, не забираются воротком и другими, соответственно, механизмами, которые в ботании могут поглощать предметы. Учтем этот момент. Значит, я когда буду говорить про автоматизацию через мою систему в ботании, мы этого еще раз коснемся. Так, дальше, значит, у нас довольно интересная штука, называется Cocoon of Caprice. По сути, эта штука является, значит, таким своеобразным коконом, из которого с некоторым шансом спавнятся мобы. В 95, если не ошибаюсь, процентах случаев там спавнятся стандартные какие-то мобы сельскохозяйственные, типа овцы, коровы и так далее. И с шансом порядка 5% могут заспавниться что-то вроде волков, там, кошек и так далее. На спаун уходит примерно 2 минуты. Причем заспаунится как бы детеныш животного. Пока он будет там спауниться, я расскажу про другие предметы. Так, здесь есть такая штука интересная, как Drum of the Canopy. То есть такой барабан. Есть еще его аналог. Значит, барабан дикой природы и, соответственно, такой вот. По сути, эти два предмета являются аналогами соответствующих рогов. Давайте где-нибудь установим, посмотрим, что они будут делать. Так, сигнал красного камня у меня будет здесь. Так, сейчас посмотрим. Неудачно поставил. Так, надо в режим персонально переключиться. Так, все. Соответственно, по сигналу он будет передавать. Так, допустим, если ставлю барабан дикой природы, да, то по сигналу, соответственно, красного камня у нас... Так, видели, да? То есть, когда у нас этот барабан получает, соответственно, всплеск маны, он вокруг себя уничтожает траву. То есть, это как делает это рог дикой природы. Так, соответственно, есть еще такой барабан. Он уничтожает листву. Опять же, при получении маны. То есть можно какой-нибудь таймер, например, поставить, да, и, соответственно, так вот разрушать листву. Зачем это нужно, честно говоря, не знаю, как бы, так, разве что по приколу, или какая-то, если у вас, может быть, не знаю, ферма, например, дерева, да, и вы не хотите с листвой как-то заморачиваться, например, поставили по таймеру, там выросли деревья, у вас очистилась листва, пришли, собрали только дерево, что-то вроде того, например. Так, у нас заспавнился здесь из кокона детеныш, да, детеныш овцы. То есть такой кокон можно использовать для того, чтобы спавнить мобов. И, кстати, если я правильно понял, да, по крафту ему достаточно дешево. То есть здесь пыльцофея, камень дракон, то есть по сути это алмаз и жемчуг края, да, который у нас преобразован через крафты маны, через крафты ботании. Так, едем дальше. Есть такая штука, называется Fell Pumpkin. Так, с помощью нее, значит, можно заспавнить, только надо переключиться, наверное, сложность.
легкую. Можем заспавнить. Ну, как по аналогии со змейковиком, только здесь будет у нас, соответственно, в основании такие вот прутья железные. Мы можем заспавнить себе, соответственно, вот таких вот мобов. И с них повыбивать ресурсы. Это может быть очень полезно, да, если вы, соответственно, в аду не нашли себе такой спавнер, да, а вам нужно что-нибудь повыбивать из них. Почему бы и нет, да? Вот, огненный порошок. Очень полезный может быть моб, если вам нужны, соответственно, соответствующие ресурсы, а у вас нет спаунера. Так, дальше. Такая необычная вещь, как Living Wood Avatar. Значит, это по сути, ну, чем-то напоминает, соответственно, из Таункрафта големов. Но только здесь совсем примитивно. То есть мы можем ему дать какой-нибудь посох или меч, вот такой вот. Там в описании, соответственно, сказано, какие именно он может принимать, соответственно, эти самые посохи. Вот. И опять же, при получении маны он будет пользоваться вот этим посохом. Да? Давайте сейчас попробуем сообщить ему. Так, вот он направляет. И по идее с помощью этого он будет формировать, вот мы видим, да, мост. Ну, то есть можно сделать себе такой своеобразный мост через пропасть, например. Вот если вам, конечно, не жалко маны. Так, в качестве развлечения тоже сойдет. Так, дальше у нас, значит, что идет? О, вот эта вот штука долгое время не давала мне покоя, я пытался понять, как она работает. Вот, и в итоге наконец понял просто, что на сервере она просто не работает. Так же, как и его коллега из мода, соответственно, Magic Beast, Vis Apiary Booster. Вот, а Mana Apiary Booster тоже работает по тому же принципу, то есть она разгоняет вот эти магические пасеки. Вот. Для работы ей требуется просто бассейн с маной, да, то есть какое-то количество маны. Так, сейчас проверим, чтобы он запитывался. Так, наверное, еще раз поставлю. Вот он запитывать. Так, ну давайте поставим пасеку, посмотрим. Сейчас ничего нет. Так, наверное, он не запитался, да? Ну да, конечно. Пардон, я забыл поставить распространитель. Это просто не берет. То есть ему надо принимать. Все. Вот он принимает ману. Видим, что он накапливается. И, пожалуйста, в пасеке магической у нас появляются вот эти вот эффекты. Особенно вот этот полезный, он дает дополнительную продукцию. Выпуск продукции. Вот этот, насколько помню, повышает смертность. Этот, если не ошибаюсь, увеличивает шанс выведения новых видов, селекции и так далее. Вот. Но, к сожалению, на сервере я проверял, не работает. То есть, ну, по крайней мере, в той сборке, на которой я играю. Может быть, у вас работает, проверьте. Вот. Ну, с ним такая же история, как, собственно, и с Vis Apiary Booster, да, соответственно, из Magic Beast. То есть, в одиночке все окей, а на сервере не работает, увы. Ну, если вы играете в одиночном режиме, например, развиваетесь, то рекомендую тоже попробовать. Прикольная штука, больше продукции будет выпускать. Так, едем дальше. Такая вот штука здесь есть еще, Mana Storm Charge. Ну, это, по сути, спаунер моба. Так, у меня тут есть красный распространитель, давайте возьму с собой еще. Так, рычаг, все, этого хватит, но тут надо с этой штукой подальше отойти куда-то, потому что она имеет... Сейчас увидите, что она умеет. Так, ну, думаю, достаточно далеко отошел. Так, давайте я сейчас импульс маны ему передам. Так, вот, пожалуйста, заспавнилась такая штука. И она сейчас будет вокруг себя начинать устраивать погром. Просто разрушает все повсюду. Вот, причем он делает это какое-то время, и потом в самом конце еще бабахает. Ну, собственно, и на этом все. Зачем это нужно, не знаю. Просто чтобы, наверное, развлечься. Чем-то напоминает в своем роде, не знаю, например, ядерную бомбу из Industrial Craft. То есть просто взорвать, чтобы было. Не, ну кроме того, конечно, здесь выпадают ресурсы, то есть, может быть, конечно, это своеобразный способ
ресурсы добыть. Вот. Так, ну я хочу дождаться, когда он до конца дойдет. Наверное, вот это последняя стадия. Но вот он все больше и больше расцветает. Наверное, сейчас скоро уже окончательно взорвется. Так. Смотрите, сколько, кстати, он разломал, да? Какую зону. Все, и вот он взорвался в последний раз. А, вот сейчас, наверное, бомба. Да, после себя, по идее, еще оставит поджоги. Сейчас он, да, все, вот, соответственно, он поджигает. Все, это последняя стадия была. Но вот я говорю, чем-то напоминает взрыв ядерной бомбы из Industrial Craft. Ну и, скорее всего, на сервере такая штука запрещена. Не проверял, честно говоря, но подозреваю, что да. Ну или как минимум все равно урон-то запрещен. Так что штука на сервере достаточно бесполезная. Только для развлечения в одиночном режиме, разве что. Так, дальше есть такая штука здесь, как спектральная платформа. Это по сути коллега заумной платформы, да, которую мы рассматривали в предыдущем видео. Заумная платформа — это штука, значит, по которой, если мы просто идем, то это как обычная, соответственно, какая-то платформа. Можем, причем ее в любой блок покрасить. Вот даже, пожалуйста, в Mana API бустер покрасили. Но если мы зажимаем Shift, мы проваливаемся. То есть можно такой тайный вход, например, сделать или типа того. А спектральная отличается тем, что она, соответственно, просто прозрачная. То есть вне зависимости от того, как мы там крадемся, не крадемся. В любом случае, если мы идем по ней, мы проваливаемся. Ну, этот может быть тоже как вариант какого-то тайного хода, но здесь уже, соответственно, мы в любом случае будем проваливаться. Вот. То есть такой своеобразный декоративный, наверное, самый предмет. Так, дальше что? Такая необычная штука здесь у нас есть. Называется Теру Бозу. Это что-то из японской, если не ошибаюсь, культуры. Вот, какой-то идол. Так, тут здесь мне придется сейчас переключиться, значит, включить погоду, потому что он взаимодействует с погодой. Так, значит, отключаю. Погоду включаю. Так, и на сервере сама штука не запрещена. Я видел, что игроки ставили, скорее всего, в декоративных целях, но взаимодействие с погодой, скорее всего, запрещено. Так, вот я не знаю, сейчас это чистая случайность, что как бы я установил это существо, и у меня тут дождь пошел. Мне кажется, не случайно. Вообще, как раз вот с помощью него можно управлять погодой. Причем мы видим, да, что у него меняется как бы выражение лица. То есть дождь у него такое грустное лицо. Так, давайте ему, соответственно, подсолнух дадим. Так, если получится. Так, мне надо перейти. Не, все, даже не пришлось в режим выживания переходить. Он так принял. Все, вот он сделал, соответственно, нам солнечную погоду. А с помощью синей орхидеи, по идее, мы можем с некоторым шансом вызвать дождь. Так, вот, пожалуйста. Вообще, вроде как в описании было сказано, что дождь можно вызвать с шансом 10%. А тут у меня прям сразу получилось. Повезло, значит. Ну, вот, то есть такой инструмент для управления погодой. Только на сервере, мне кажется, все-таки он вряд ли работает. Так. Дальше. Ну, глаз древних. Да, это такая штука, которая, по идее, должна отслеживать мобов в небольшом радиусе и давать сигнал красного камня. Различные силы, в зависимости от того, сколько он мобов видит в своем диапазоне. Но что-то я как-то вот попробовал им попользоваться. И как-то он, не знаю, не впечатлил. Что-то я даже не поймал особо сигналов. Может быть, как-то не так пользуюсь, не знаю. Ну и, честно говоря, сомнительное какое-то применение. Не знаю. Но это для тех, наверное, людей, которые вот любят какие-то схемы сложные на красном камне. Вот такая штука может быть интересна. То есть, как бы глаз, который в зависимости от количества мобов в определенном радиусе дает силу красного камня. Так, едем дальше. Так, и что у нас осталось? Значит, поворотный стол. Ну, довольно интересная вещь. Вот, если вам нужно как-то распространять ману. То есть, такой ставите поворотный стол, на него ставите какой-нибудь распространитель, и он начинает вращаться. Ну, само название за себя говорит, да? То есть, он поворачивает распространитель вокруг своей оси. То есть, полезно, если вы хотите как-то ману рассеивать.
например. Так, что у нас осталось? Так, тут целые такие, тут напоследок как раз такие самые мощные штуки остались. Так, во-первых, с чего бы начать, даже не знаю. Ну, давайте по порядку. Так, сейчас вот туда почищу инвентарь. Соответственно, в ботане вводится своя система зачарований. И она довольно крутая. У нее есть очень хорошее преимущество. Сейчас мы о них поговорим. Так, во-первых, для того, чтобы такие зачарования применить, нам придется собрать специальную конструкцию. Так, вот здесь вот раздел есть, который называется маночарование, да? Вот здесь опять же вот конструкция, можно ее визуализировать. Так, где бы нам место подобрать, чтобы у нас поместилось. Так, все, я его поставил, сейчас буду собирать. Ну, вроде более-менее нормально. Выбрал зону. Так, надо начать здесь мне с обсидиановых, наверное, элементов. Причем обратите внимание, как с помощью визуализации удобно вообще эту конструкцию собирать. Разработчики, конечно, ботании вообще молодцы, постарались. Так, обсидиан я выставил. Дальше тут лазурит. Так, еще мне потребуются мистические цветки. Здесь любые можно использовать. Вот он подсвечен, да, любые. Ну, я возьму вот эти белые. Так, раз, два, три. И еще три. Так, надо здесь траву тогда поставить. Так, и сверху пилоны ставим. Так, раз. Так, здесь, здесь. Так, всего 6 штук сейчас будет. Вот такие вот пилоны маны. Ну, в описании в ботане все это есть, если что. Так, еще цветки здесь надо в центре. Так, что-то забыл, что-то пропустил. Да, кажется, вот какой-то пилон я пропустил. Сейчас посмотрим. Тут. Да, тут. Все, у меня вот в чате появилась такая штука, структура построена. Все, это означает, что я собрал. Так, значит, здесь механика следующая. Значит, фишка в чем? Фишка в том, что здесь, если правильно все делать, то вам не потребуется расходовать книги на зачарование. Вот. Но есть тоже свои нюансы. Во-первых, мы не сможем уже какой-то зачаренный предмет, например, повторно зачарить. Вот. Все просто. Берем предмет, значит, так, там еще надо активировать правым кликом посохом. Так, я его активировал. Теперь, по идее, я могу правым кликом положить предмет. Так, он положился. Кидаю книги. Так, ну еще обязательно, конечно же, маной запитать. Так, и там прямо в описании сказано, что лучше всего, это можно, конечно, по-разному делать, но лучше всего это сделать с помощью искр наших любимых. Раз, два. Вот это быстрее всего будет и удобнее. Так, все вроде бы книги я кинул, какие хочу использовать для зачара. Правый клик. И по идее процесс должен начаться. Так, вот мана пошла. Процесс вроде идет. Да, вот у нас такой индикатор появился, такая визуализация. Пошел процесс зачарования. Так. Так. Какая классная визуализация. Так, ну и судя по звуку мы зачарили. Ну посмотрим, что у нас получилось. Так, мы брали книги на добычу и остроту. Вот, пожалуйста, мы зачарили, при этом у нас не израсходовались книги. Очень классно. То есть, если вам лень, например, через мод Библиокрафт размножать книги, да, или у вас там опыта не хватает, то, пожалуйста. Кроме того, обратите внимание, то есть я же здесь не затратил какие-то очки опыта, да, но, конечно же, израсходовал ману. И опять же, судя по описанию, чем больше, чем сложнее зачарование, тем, соответственно, маны больше. Ну, вполне логично. Вот такая крутая здесь система зачарования. Рекомендую к ней присмотреться самостоятельно. Так. Значит, с зачарованием мы разобрались в этом моде. И еще есть такие классные штуки, тоже связанные с магией в каком-то смысле, да. Это алхимический катализатор и его коллега колдовской катализатор. Значит, первый это из стандартной ботании, второй это уже, соответственно, эльфийская магия. Так, посмотрим, в чем фишка. Фишка в том, что мы просто вот эти вот катализаторы ставим под бассейн с маной. Вот тут такие текстурки еще появляются. Значит,
Просто устанавливаем, и дальше, соответственно, если мы кидаем сюда какие-нибудь предметы, то у нас появляются специальные крафты. Давайте посмотрим, какие. Так, где у нас тут? Давайте с моноалхимией посмотрим, что мы, соответственно, можем получать. Вот, например, если мы кидаем гнилую плоть, мы получаем кожу. Ну, давайте даже попробуем это продемонстрировать. Сейчас кожа. Так, нам нужна гнилая плоть, да? Ну, попробуем. Кидаем. Все, пожалуйста, мы из гнилой плоти получили кожу. Все очень просто. Так, ну давайте еще посмотрим, какие крафты здесь есть, удобные, полезные. Можно, например, ну здесь в основном вот именно раздел моноалхимии, он завязан скорее на преобразовании, то есть каких-то предметов, одних из других в другие. Вот, например, мы гнилую плоть можем в кожу превратить, разные виды дерева друг друга преобразовывать. То же самое касается саженцев. Так, здесь уже какой-то своеобразный раскрафт пошел, да. Ну, если у вас нет дробителя, например. Вдруг какая-то сборка там без технических модов, да. Так, превращение, вот, соответственно, в лед тоже, опять же, удобно, если у вас нет технических модов. Вот такие крафты. А вот это тоже классная штука, кстати. Преобразование рыба. Особенно обратите внимание, здесь же, например, какие-то виды рыб попадают с меньшим шансом, да, поэтому может очень удобно преобразовывать. Особенно там, если в таумкрафте нужны вот эти вот рыбы для крафтов. Так, вот это тоже классная штука. То есть, если у вас есть какая-то одна культура, вы можете с помощью только одной культуры все другие виды практически получить. Вот. Тоже здорово, мне кажется, очень. Тоже такое своеобразное очищение картофеля. Классная штука, мне нравится. Так, ну вот это, мне кажется, не очень эффективная, да, штука. То есть, из стержней фрита получать адский нарост. Ну, не знаю, сомнительная вещь. Это может быть удобно, если, например, вы где-то выбили стержень нефрита, а адский нарост не можете найти, да, там, и купить у игроков и так далее. Там, может быть, имеет это смысл. Ну, тем более, помните, мы вот недавно выбивали, да, соответственно, огненный порошок, из него можно стержень нефрита сделать, потом получить, соответственно, адский нарост. Например, такая схема может быть полезна. Так, тоже интересная штука, можно из кремния, например, получать порох и наоборот. Так, а вот эта штука я сам пользовался часто на сервере, то есть из книг с пером крафтить именные жетоны. Очень полезная вещь. Так, ну это опять же, если нет дробителя, да, например. Так, а вот это тоже полезная штука, допустим, получать слизь, если у вас нет кактуса. Ну или наоборот, если вы не можете найти вдруг кактус, а у вас есть слизь, почему бы и нет, да? Вот это очень сомнительный крафт. Из слизы гаста получать жемчуг эндера, ну, тем не менее. Так, вот эта тоже штука может быть очень полезна, если, например, у вас много красной пыли, да, получить светопыль. Может быть очень полезно. Так, ну это тоже своего рода дробление, да, преобразование глины в песок. Может быть полезно, если не можете это найти, а вам он нужен красный. Опять же, раскрафт, да, там типа если у вас, например, нет экстрактора для глины и так далее. Ну тут опять преобразование различной травы. Так, цветки различные. Так, я, пожалуй, все-таки погоду, наверное, отключу, чтобы мне удобнее было снимать. Так, земля вот. Можно сделать грубую землю, на которой не растет никакая трава. Ну и, собственно, все. Вот, очень удобно. То есть, как минимум, что-то полезное можно подчеркнуть. Так, здесь, соответственно, вот этот его коллега, колдовской катализатор, он уже немного другой принцип имеет. Он, по сути, размножает предметы. То есть, например, он из одной красной пыли делает две. И это очень круто. То есть, это, по сути, генератор каких-то ресурсов. Но, естественно, он потребляет ману. И причем достаточно немало. Тем не менее, можно производить красную пыль, светопыль. Ну, на той сборке, которой я играю, в принципе, красную пыль, светопыль удобнее добывать, например, из моба-фермы для ведьмы. Вот, и всеми другими способами. Но, тем не менее, как бы на старте, может быть, это полезно. Если у вас очень много маны, почему бы и нет. Но чаще всего игроки как раз используют этот катализатор для того, чтобы производить адо-кварц. Вот это вообще бомба. Вот, рекомендую присмотреться. Мы далее в следующих видео рассмотрим, соответственно, как создавать заводы маны, и с помощью него как раз можно будет производить себе адо-кварц. Это очень полезная штука. Ну, тоже можно крафтить себе уголь, снежок, если вдруг вам нужен адский камень. Песок душ, кстати, может быть очень полезен в таумкрафте, да, например. Ну, гравий, если у вас вдруг нет, какую-то листву получать, траву, ну и все. Ну, на самом деле не все, там еще какой-то крафт был, где-то здесь. Сейчас покажу, сразу на будущее. Да, вот он, призмарин, почему-то он там не отображался. Вот, из адо-кварца можно делать призмарин.
Странно, что там его не перечисляли. Вот. Но это тоже делается на алхимическом катализаторе, соответственно, да, на вот этом. Так, очень полезные штуки. Обязательно попробуйте с помощью него покрафтить, и наверняка вы что-то полезное для себя найдете. Так, ну и последнее, что осталось в этом видео рассмотреть. Тоже такие необычные штуки. Это такая необычная штука, это сборочный ящик. Ну, честно говоря, какого-то применения в своих там заводах я не нашел особо полезного. Мне гораздо проще пользоваться, например, там, циклическим сборщиком из Thermal Expansion или обычным молекулярным сборщиком из Applied Energetics. Но, тем не менее, стоит к нему присмотреться, например, если вам что-нибудь нужно скрафтить, такое очень простое, особенно из одного предмета. Здесь логика такая. Значит, с определенных сторон он принимает предметы, с других, соответственно, он выкидывает. Если что, в описании там все уточняется, да, с каких сторон он принимает и так далее. Вот я просто покажу сейчас механику, да, как это все происходит. Вот мы, соответственно, возьмем воронку, сюда сейчас поместим. Так, и будем кидать предметы. И, соответственно, если как бы крафт, он что-то может скрафтить, он будет, соответственно, выплевывать именно готовые элементы. Например. Так, ну, например, давайте будем из дуба делать, соответственно, доски, да? Соответственно, нам просто нужно иметь одну свободную ячейку для крафта. Мы делаем следующим образом. Вот эту вот красненькую оставляем, остальное заполняем вот такими вот заполнительными сборщиками. У нас получается такая штука крафтинг паттерн. Все, получили его. Видим, что здесь у нас одна свободная ячейка, да, такая вот. Сюда накладываем, вот как раз четко видно эту визуализацию. Это означает, что он будет ровно один предмет принимать. Все, больше он не ждет и будет пытаться скрафтить, если это возможно. Давайте попробуем. Кидаем. Пожалуйста, да, у нас выпали, соответственно, доски. С какими-то более сложными я тоже пробовал. С некоторыми нормально прокатывают, с другими бывает глючит. Особенно если, например, из одного предмета можно получить как бы другие несколькими способами. Да? Ну, например, то же самое можно соответственно, песок, когда у нас 4 ячейки задействуются, получать песчаник. Тоже вроде нормально работает. Значит, берем здесь 4 ячейки у нас, да, будет задействовано. Сюда ставим вот эти вот заполнители. Все, такой вот паттерн получаем. Переставляем. Так, и попробуем сейчас сюда подать ему песок. Так, раз, два, 3, 4. И у нас сейчас он песчаник выпал. Ну, то есть такая может быть интересная, полезная штука, да, если какие-то такие простые очень крафты делаете, например, что-нибудь там раскрафтить вам нужно в автоматическом режиме. Пожалуйста, через воронку закинули, как-нибудь забрали, и все окей. Так, ну на этом, пожалуй, все в этом видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте видео друзьям, в комментариях пишите свои замечания, жду вас в следующих сериях. Пока!